Привет, меня зовут Артем, и вы находитесь на канале Android Insights. Это видео– первая часть цикла видео о корутинах в Kotlin. Сегодня я расскажу о самых базовых вещах в асинхронном программировании. Корутины– это не просто легковесные потоки, это способ мышления, который позволяет вам писать асинхронный код так, как будто он выполняется последовательно, шаг за шагом. Они предоставляют возможность приостановить выполнение кода в одной части программы и возобновить его в другой, не блокируя при этом поток. Представьте себе оживленную кухню ресторана. Повара — это корутины. Они могут одновременно готовить разные блюда, передавать друг другу ингредиенты и посуду, не мешая друг другу и не создавая хаоса. Один повар может начать готовить блюдо, затем передать его другому для продолжения, а сам заняться чем-то еще. Моя цель — показать, как корутины могут превратить вашу разработку из борьбы с синхронностью в удовольствие от создания плавного и отзывчивого кода. Вы узнаете, как корутины упрощают работу с сетевыми запросами, базами данных, файловыми операциями и другими асинхронными задачами. Для начала я дам несколько определений, которые будут использоваться в дальнейшем. Callback — это функция, которая передается в другую функцию в качестве аргумента и вызывается после завершения какой-либо операции. Это распространенный способ обработки асинхронных событий, таких как сетевые запросы или операции ввода-вывода. Представим, что нам нужно выполнить 3 сетевых запроса последовательно, чтобы получить информацию о пользователе, его друзьях и их постах. Без корутин код может выглядеть так. В каждый запрос вложен callback предыдущего, что создает глубокую вложенность, или иначе callback hell. Это затрудняет чтение, отладку и поддержку кода, особенно при увеличении количества запросов. Поток, или иначе thread, это независимая последовательность выполнения инструкций внутри программы. Каждый поток имеет свой собственный контекст, который включает в себя стек вызовов или call stack, хранит информацию о вызываемых функциях и их аргументах, счетчик команд, указывает на текущую выполняемую инструкцию, регистр процессора, хранят временные данные и состояние потока. Стек вызовов — это структура данных, которая хранит информацию о вызываемых функциях в программе. Когда функция вызывается, ее аргументы и локальные переменные помещаются в стек вызовов. При завершении функции они извлекаются из стека. Переключение контекста, или context switch, это процесс сохранения текущего контекста одного потока и восстановления контекста другого потока. Это позволяет операционной системе быстро переключаться между потоками, создавая иллюзию параллельного выполнения. Android-приложения и многие другие работают в основном потоке, или иначе main thread, который отвечает за отрисовку интерфейса, обработку событий и другие важные задачи. Если выполнять длительную операцию, например, сетевой запрос, в основном потоке, то основной поток будет заблокирован до завершения операции. Это происходит потому, что поток не может переключиться на другую задачу, пока текущая задача не завершится или не будет приостановлена. В результате интерфейс зависнет, пользователь не сможет взаимодействовать с приложением, что приведет к негативному опыту. Корутины потребляют значительно меньше ресурсов, чем потоки. Вы можете запустить тысячи корутин без заметного влияния на производительность. Это достигается за счет того, что корутины не требуют создания отдельного стека вызовов и переключения контекста между потоками. Вместо этого корутины могут приостановить свое выполнение в определенной точке и передать управление другой корутине, используя механизм, называемый continuation. О нем я расскажу в одном из своих следующих видео. Для создания потока требуется выделение отдельного стека вызовов, что может занимать мегабайты памяти. Корутины же используют общий стек и требуют гораздо меньше памяти, порядка килобайт. Корутины позволяют писать асинхронный код в линейном стиле, используя знакомые конструкции, такие как циклы, условия и обработка исключений. Код с корутинами выглядит как обычный последовательный код, что делает его гораздо проще для чтения и понимания. Тот же пример с сетевыми запросами, но с использованием корутин. Корутины предоставляют механизмы для управления жизненным циклом асинхронных операций. Вы можете отменить корутину, дождаться ее завершения, объединить несколько корутин в одну и так далее. Это позволяет избежать утечек ресурсов.
например, незавершенных сетевых запросов, упрощает обработку ошибок и делает код более надежным. Я показал, что корутины — это мощный инструмент для работы с асинхронным кодом в Kotlin. Они решают проблему callback help, предотвращают блокировку основного потока и делают код более читаемым и структурированным. Это все, что я хотел рассказать в данном видеоролике. Подписывайтесь на мой YouTube канал, если не хотите пропустить это и будущие видео. Ставьте лайк, если данное видео вам понравилось и было для вас полезным. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Спасибо за просмотр, всего хорошего, пока.